Всем привет! Вы на канале Вкусно дома. С вами я, Ольга Молодцова. И сегодня мы будем готовить невероятно вкусный пирог с рыбой. Пирог будет с красной рыбой и на дрожжевом тесте. Но тесто это делается довольно просто. Не нужно будет слишком долго с ним возиться, как обычно это с дрожжевым тестом происходит. Итак, давайте посмотрим, что нам сегодня понадобится для этого пирога. И начнем мы, конечно, с того, что заведем тесто. Для него я предпочитаю использовать именно сырые дрожжи. Дрожжи заливаем теплой водой. Она должна быть примерно 40 градусов. Добавляем соль и сахар. И все промешиваем до полного растворения дрожжей. Теперь дрожжи оставим вот так минут на 5, чтобы они начали работать, накрыв все это полотенцем. Дальше добавляем растительное масло и слегка его промешиваем. Теперь просеянную муку добавляем, причем за несколько раз. Всю сразу добавлять не нужно. Размешиваем с первой частью муки. Добавляем еще немного. Заводим тесто, смотрим по густоте. Если все еще жидковатое, еще добавляем муки. И замешиваем тесто. Причем оно должно быть достаточно мягким, может даже слегка липнуть к рукам. Главное не перемесить его и не добавить слишком много муки. Вот такое в итоге оно должно получиться. Мягкое, послушное, податливое, очень-очень нежное. Оставляем тесто в этой же миске. И накрываем сверху полотенцем или пищевой пленкой. И оставляем минут на 30 в теплом месте. Я обычно ставлю в миску или кастрюлю с теплой водой. Можно также нагреть духовку до 50 градусов, выключить ее и поставить тесто туда. И пока у нас есть время, займемся приготовлением начинки. И начнем с лука. Его нужно нарезать довольно мелкими кубиками, чтобы он успел пропечься в пироге. Что касается красной рыбы, то сортов ее великое множество, выбирайте любую на свой вкус. Кости мы из рыбы обязательно удаляем. Рыбу нарезаем произвольными кусочками среднего размера, примерно 2 на 2 или 2 на 3 сантиметра. Теперь отправляем ее к луку, добавляем соль и перец и хорошо все перемешиваем. Рыба с луком дает такой потрясающий аромат, как только начинаешь перемешивать. И вообще, на мой взгляд, в этом пироге нет ничего лишнего. Только рыба, лук, перец и тесто. Идеально. Тесто простояло 30 минут, и посмотрите, как прекрасно оно поднялось. На поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто и слегка его обминаем. Делим его на две части. Одну чуть побольше, другую чуть поменьше. Часть поменьше убираем в миску, а вторую часть раскатываем толщиной чуть меньше сантиметра, той формы, которой вы хотите испечь пирог. Я буду выпекать в форме для запекания, предварительно ее промажу растительным маслом тонким слоем. Тесто выкладываем в форму, и у нас обязательно должен остаться запас на бортике. Теперь сюда выкладываем рыбную начинку. И распределяем ее равномерно по всему пирогу. И дальше раскатываем вторую часть теста, такой же толщины, но чуть меньшим диаметром. Покрываем им наш пирог и защипываем края. Чтобы верх пирога не вздулся во время выпекания, сделаем в середине небольшое отверстие. Теперь отправляем пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаться он будет минут 40-50, все зависит от вашей духовки. Если в процессе выпекания он начнет слишком румяниться, убавляйте температуру до 160, можно даже 150. Посмотрите, какой пышный румяный пирог у нас получился. Хрустящая корочка, нежное тесто и вкуснейшая начинка из рыбы с луком. Понравился рецепт? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, также пишите мне комментарии. Заходите в мои соцсети, ссылочки в описании. Ну а у меня на сегодня все. Приятного вам аппетита. Пока!